Друзья, всем привет! За моей спиной Винцентий Витас, трижды премьер-министр Польши, а также польский политик. Все верно, мы в Польше, а именно в Варшаве. Но это не travel-влог, это будет видео о недвижимости Варшавы. О месте, в котором живет очень много украинцев, о месте, в котором живет очень много белорусов, о месте, в котором живет за последние несколько лет очень большое количество экспатов. И почем же здесь цены? И что здесь продается? И сколько можно заработать на недвижимости в Варшаве? Про все это мы сегодня с вами поговорим. А также посмотрим самые высокие, самые дорогие и самые дешевые здания этого города. Начнем с предыстории. Варшава была стерта практически полностью на 85% после Второй мировой войны. И саму столицу Польской Республики должны были перенести совершенно в другой город. Но польские власти настояли, и варшавские чиновники решили полностью реновировать и возобновить этот город. Собственно, так и возникла новая Варшава. Старая часть этого города занесена в памятку ЮНЕСКО и считается лучшей репликой того, что было в 17-18 веке. В общей сложности Варшава делится на 18 районов. Самая дорогая недвижимость находится в центральных районах. Средместье от $2600 за квадрат, хотя реальная стоимость почти под 4. Причем на вторичку цены примерно на 10% выше, чем на первичку. Второе место по престижу занимает Мокотów, самый заселенный район, также рядом с центром. Цены здесь стартуют от 2500 за квадрат. На третьем месте район Воля, который называют Варшавским Манхэттеном. Я бы поспорил. Цены от 3 до 5000 за квадрат. Также популярна покупка недвижимости в таких районах, как Охота, Урсынов, Прага, Полудни. В антирейтинге района Варшавы первые позиции уже несколько лет подряд занимают Биалоленка. Из-за своей удаленности от центра покупка жилья тут не популярна, а недвижимость самая дешевая $1700 за квадрат. Прага Полноц считается самым безопасным районом. Рембрутов – это самый небезопасный район города. Весола из-за слабо развитого сообщения с центром. Аренда жилья в Варшаве в 2023 году выросла примерно на 30% по сравнению с предыдущим годом. Средняя стоимость $15 за квадрат. Сейчас можно найти и за 20. Поэтому самые популярные варианты для сдачи в аренду являются квартиры-студии площадью до 40 метров. В среднем такие квартиры стоят в Польше от 600 до 800 евро за месяц. В списке переполненных европейских городов Варшава занимает первое место. За год поляки в пробках проводят больше 106 часов. Так что в час пик по городу лучше перемещаться пешком. Недавно недвижимость в Варшаве и в Польше в целом считалась относительно недорогой по сравнению со всей остальной Европой. И последние 5 лет очень большой скачок и прогресс в этом плане. Особенно драйвером стал 2022 год. К сожалению, полномасштабное вторжение внесло коррективы. И очень много украинцев переехали в Варшаву. По неофициальным данным это больше 3 миллионов человек. По официальным данным это 2 миллиона человек. Варшава получила образованных, полностью выученных, максимально готовых к полноценной жизни и, самое главное, талантливых украинцев, которые бежали от войны и приобретали недвижимость в этом городе. Ну, конечно же, мы не могли дойти до здания культуры и науки в Варшаве, одно из самых высоких зданий, и архитектурное чудо, как называли это в Советском Союзе, 240 метров, 42 этажа. На 30-м этаже смотровая площадка с очень красивым видом, но ее закрыли из-за большого количества самоубийств. Дворец строили в 50-х, мощность говорит сама за себя, больше 40 тысяч миллионов кирпичей. Масштаб говорит сам за себя, больше 40 миллионов кирпичей, 26 тысяч тонн стали. Это все именно про него. Когда установили часы в 2000 году, это здание было самым высоким с часами. Но через пару лет его побил очередной гонконгский небоскреб. Дворец культуры и науки был самым большим и самым высоким в Польше до 2021 года. Потом его переплюнул Warsaw Tower, стал больше на 73 метра. Кстати, Warsaw Tower является самым большим не только в Польше, но и во всем Европейском Союзе. Конечно же, не считая Эйфелевую башню. Стоимость квадратного метра на территории Варшавы продолжает расти.
В 2024 году средняя цена это 3-3,5 тысячи за квадратный метр. Хотя на самом деле в хороших районах она достигает до 5, порой 6 тысяч за квадрат. Местные власти даже хотели внести определенные ограничения на стоимость метра. Но проблема на самом деле в следующем. Первое – это ограниченное количество выдачи лицензий на строительство. Соответственно, не так много новых объектов появляется в срок. А второе – это ограниченное количество земли, квадратных метров, пригодных для проживания и для коммерции в Варшаве. А освоение новых территорий запланировано на 2025 год. Поэтому в ближайшие 1,5 года мы будем видеть с вами динамику достаточно прогрессивных цен на рынке Варшавы. Самые дорогие апартаменты в Варшаве. Вилла Монако на Мокотове, недалеко от Пара Селецкого. Место жительства знаменитостей и других состоятельных людей. Именно здесь находятся самые дорогие апартаменты Варшавы, которые выставлены на продажу. Это двухуровневый пентхаус на 4-м этаже с террасой на крыше. Ее площадь 487 метров. Ранее он был выставлен на продажу стоимостью 25 миллионов злотых. На тот момент это составляло около 6,5 миллионов долларов. На сегодняшний день на досках объявлений самая дорогая жилая недвижимость – особняк из 11 комнат, 480 метров квадратных. Стоимость 3,4 миллиона долларов. Я хочу напомнить, что одними из самых активных покупателей турецкой недвижимости есть поляки, а также украинцы. Поэтому, если у вас есть интерес приобрести недвижимость в Турции для себя, либо же для сдачи в аренду и получения пассивного дохода, ссылочка в описании вам подскажет на наши чаты с инвесторами. Буду рад ответить лично на все вопросы. У нас, кстати, запустился новый проект Антахом Неон. Друзья, в Варшаве один знакомый встретил Лешу Токарева, с ним были в Бидвин Клабе. Леха, привет. Всем привет. Ты мне показывал дизайн-проект дома 200 квадратов. Получается 10 соток под ним. Сколько оно стоило? Стоило на 600 тысяч злотых. Порядка 150 тысяч долларов. Да, да. А себестоимость строительства сколько на метр получается? В среднем себестоимость строительства выросла с того момента, как мы купили землю, до того момента, как мы подошли к процессу строительства. В среднем сейчас где-то 5-6 тысяч злотых за метр квадратный. И за сколько примерно этот дом можно продать? Ну, смотри, буду откровенным, наше видение это 650-700 тысяч долларов. Там больше 40% доходность. А за какой период? Если все идет хорошо, то это где-то 12-14 месяцев. Супер. Ну слушай, мы желаем тебе удачи. Да, спасибо большое. В 2022 году самыми активными покупателями недвижимости стали украинцы. Больше 40% от всего количества иностранцев приходится покупки именно на украинцев. Также поляки активно покупают недвижимость. До 2023 года действовала очень удобная программа 2% на кредит. Соответственно, можно было покупать для себя, либо же сдавать в аренду тем же иностранцам, либо беженцам. Но в этом году программа изменилась. И сейчас процентная ставка на кредит 7,6%, что делает варшавскую недвижимость в кредит уже не такой доступной. Друзья, это был Антон Тараненко и мой влог с Варшавы. Немножко поговорили с вами про недвижимость в Польше. Затронули темы цен и ценообразования. Спасибо, кто досмотрел до конца. Обязательно подписывайтесь, ставьте реакцию. За лучший комментарий к этому видео разыграю уикенд в Варшаве в крутом отеле Crown Plaza. До встречи!